Привет всем! В этом видео я хочу вас кратко познакомить с игрой RunPress. Игра RunPress представляет из себя спортивную игру, посвященную соревнованиям по бегу на дистанциях до 400 метров. В момент первого запуска игры у нас появляется вот такой экран перед нами. В кратком сообщении описывается о том, что на счет игрока зачисляется 25 тысяч RP. RP – это внутренняя валюта, которая используется во взаиморасчетах и как способ оплаты в этом приложении. Оплата производится за тренировки, как взнос за участие в чемпионате. RP получают в качестве вознаграждения за участие в чемпионате атлеты и так далее. Нажмем клавишу ОК. Сразу скажу, что все подробно описано вот под этой кнопкой. Здесь есть руководство. И здесь все подробно описано. Мы с вами для начала сейчас зайдем, выключим музыку, она нам сейчас просто не нужна. Вот в раздел Other, прочее, Settings. Можно уменьшить звук, можно просто выключить. Все. Можем чуть-чуть уменьшить эффекты. Это там бег, рев трибун и так далее. Что здесь еще можно важного сейчас, что может быть? Здесь вот сколько RP, сколько денег зачисляется в момент создания атлета. Мы создаем атлетов, будем создавать, которые будут соревноваться, тренироваться. Но мне вот удобнее здесь сделать сразу, я поставлю 150. У вас могут быть другие резоны. Можно здесь также вот отметить, что здесь автоматически включается 3 дистанции, которые идут в расчет, которые время, по которым, которое складывается. И вот сумма 3 дистанций времен это является важным показателем, который отличает одного атлета от другого. Кто-то быстрее бегает, кто-то медленнее. Соответственно, у них сумма времен 3 дистанций будут разные. Ну и из интересного здесь еще о рекламе. Реклама здесь будет как раз в разделе трек. Первые 7 дней это будет без рекламы. Потом вы можете настроить, как вам удобнее. Либо вы посмотрите одну рекламу и 24 часа у вас не будет рекламы, либо за каждый просмотр вы будете получать 10 RP. Это можно делать сразу, включить, если хотите. Возвращаемся в трек. Что у нас здесь? Трек у нас сейчас находится в режиме тренировки. Тренируется Джон Смит. Этот атлет был сгенерирован автоматически в момент первого запуска программы. Она генерирует одного атлета автоматически. Это может быть и мужчина, и может быть и женщина. В данной ситуации случайным образом был сгенерирован мужчина-атлет Джон Смит. На счет ему положили тоже 80 RP, который может он использовать сейчас в данной ситуации на тренировке. Тренировки все платные, можете обратить внимание, будет с каждым забегом уменьшаться здесь сумма. Выбирается дистанция вот здесь вот, например, дистанция 100 метров. Здесь у нас появляются промежуточные времена, отсечки на 10, на 50 метрах, на 400 метрах, соответственно, их больше. Так мы можем следить о том, как атлеты бегут. Когда соревнования, у нас с этой стороны другой атлет. В режиме тренировки у нас с этой стороны показывается рекордный забег, рекорд мира. Рекорды мира устанавливаются только на соревнованиях. На тренировке у нас фиксируется просто время, показанное атлетом на тренировочных сессиях. Вот здесь вот оно фиксируется, вы увидите сейчас. Сейчас я хочу рассказать о том, как производится сам бег. Я снимаю это видео на экране компьютера, и он нечувствителен к нажатию. Если бы это был экран мобильного телефона, например, или iPad, то я бы использовал вот эти 2 кнопки, нажимал бы на них попеременно, имитируя таким образом бег атлета ногами. Только я нажимать я буду пальцами. Обычно это указательный и средний палец. Попеременно я бы бежал по этим кнопкам. Сюда нажал, потом сюда нажал, сюда нажал, сюда нажал.
И так вот у меня и получался бы бег, попеременное нажатие. Бежал бы пальцами, не ногами. Но так как у меня компьютер, предусмотрена возможность использования моделей, которые бегут автоматически сами. Они имитируют бег пальцами. Это делается следующим образом. Мы выбираем модель. Автоматически в момент первого запуска генерируется модель, называется она А01. Вот я ее выбираю, она появилась здесь. Тренироваться у нас будет модель А01. Выключаем бег пальцами. Возвращаемся обратно на трек. Вот у нас появились надписи «Auto». То есть у нас название модели здесь А01. То есть у нас сейчас бежит за нас модель. Я не бегу пальцами. Атлет бежит с помощью модели. Это модель бега. Она имитирует бег пальцами довольно точно. Как производится? Я нажимаю кнопку Ready. Жду, когда загорится зеленый сигнал светофора. После этого можно бежать. Я стартую следующим образом. Вот так. Зеленый сигнал жду. И вот здесь вот я сейчас нажал на кнопочку. На любую можно нажать кнопку для того, чтобы дать старт бегу. Все, атлет пробежал. 10 метров он пробежал. 1:25 затратил секунды. Причем 10 метров это чистое время. Показано специально, чтобы понять, насколько хорошо ускоряется атлет. Здесь не учитывается время реакции. Вот это время 0:35 это время реакции. То есть между тем, как загорелся зеленый сигнал светофором и моим нажатием, проходит какое-то время. Вот это было время 0:35. Чем оно больше, тем, конечно, хуже итоговое время. Оно входит обязательно в итоговое время. И вот у нас итоговое время это 5:88, 94 десятитысячных. Вот так вот сейчас бежал этот атлет. Справочно здесь показывается информация о том, сколько ударов в секунду, как бы по этим клавишам. То есть я мог бежать и пальцами, но в данной ситуации бежала модель, и точно так же считается удары в секунду. То есть здесь около 16 ударов в секунду. Конечно, это чуть-чуть быстрее, чем настоящий в реальности, но пальцами именно так и получается. В среднем люди нажимают со скоростью от 8 до 16 ударов в секунду. У всех по-разному. Дети обычно, у них мелкая моторика плохо развита, и они нажимают медленно. Стучат по кнопкам бега медленно. Взрослые с хорошей развитой мелкой моторикой, пианисты, например, они бегут, конечно, быстрее. Но в данной ситуации модель, она будет бежать за всех атлетов одинаково примерно. Об этом все подробно будет расписано все в руководстве, как я уже говорил, вот здесь вот про модели, про все, как бежать, все подробно. Здесь пока краткое описание начала работы. Обратите внимание, у нас количество RP на счете атлета уменьшилось. За 50 метров снимается 0,5 RP. Давайте еще сделаем одну пробежку, но теперь я это сделаю, я включу режим автоматического старта. То есть, если у нас автоматическая модель бега, то возможно и также включить режим автоматического старта. Здесь тогда я уже не нажимаю, не стартую, модель сама выбирает удобное время. Во время тренировок не бывает фальстартов, модель стартует после того, как сигнал светофора загорается. Во время чемпионатов она пытается угадать. Так, вот сейчас она сама стартует, побежала. Ну, побежал атлет, за него бежит модель. Вот у нас получилось время чуть лучше, на 0,03 примерно. Вот они здесь у нас, вот тренировочная сессия. Если мы переключим на 100 метров, например, да, мы еще не бегали, у нас здесь будет пусто. Они будут добавляться, соответственно. RPU стало теперь 79. Как я уже говорил, атлет создается автоматически, но он создается не просто так, сам по себе. Он создается в определенном городе. Здесь был создан город My City в стране My Country. Давайте зайдемте в раздел World.
каждое устройство практически представляет из себя целый мир, в котором вы создаете страны и города и, соответственно, атлетов. Лучше всего давать имя вашему миру какое-то астрономическое, как планеты целые, так просто удобнее. Например, вот как здесь написано, дадим вот просто Каллиста, например, да. Все, дальше мы стартуем. Вот у нас страна. Можем ее переименовать. Здесь список стран, которые вы будете создавать. Переименуем ее. Например, не My Country, Dreamland, к примеру. Можете любое название дать. Можете дать название, удобнее всего давать название реально существующим странам. Это просто для примера. Сразу внесем в нее денег. В эту страну, допустим, это будет 10 тысяч RP. Вот у нас, соответственно, наш счет уменьшился сразу с 25 стал 15. Атлет пока один в этой стране создан. На эти деньги теперь в стране, на эти 10 тысяч, мы можем создавать города и атлетов. Например, можно также переименовать, если захотим. Вот Select выбрали, но можем просто добавить новый город в этой стране. Теперь у нас есть в бюджете страны 10 тысяч, и 10 центов это были налоги, уплаченные автоматически от тренировок, которые у нас уже были, 10%. Соответственно, ну, допустим, создадим какой-нибудь большой город. Сити. Можно столицу. В руководстве подробно расписано, чем они отличаются. Чем больше город, как правило, тем лучше атлеты. В эту страну, в этот город мы можем инвестировать из бюджета страны 2300, например, RP. И теперь на эти деньги Dream City, у нее там часть пошла уже безвозвратно на создание, и в бюджете у нее осталось 800. Эти 800 могут быть использованы для создания атлетов. Заходим, соответственно, в этот город, создаем атлетов. Тоже как пример. Пусть это будет женщина. Пусть это будет, например, Джанна. Ну, мужчина уже был. Создадим ее. Выберем, ну, допустим, не могу придумать, поэтому выберу, допустим, от 1 до 120. У нас показало 30. Пусть будет 30. Из 30 атлетов. То есть, что здесь происходит? Мы создаем Джану, женщину. Программа создает автоматически при этом 30 атлетов и выбирает из них лучшего. Лучшего по различным показателям. Основных при создании атлетов показателей 5. Она подбирает таким образом выбирает лучшего атлета, исходя из того, какой из них будет быстрее бежать. Вот здесь вот распределение между бюджетом города и игроком. Мы инвестируем деньги сейчас. На счет ему зачисляется, как мы уже установили, 150 RP. 30 атлетов стоит 30. И создание атлета просто 100. Итого у нас получается 280 RP. Мы инвестируем сейчас в Джану. И нам для справки это можно включить, можно выключить, как удобно. Автоматически добавляется, вот мы сделали все. Вот у нас появилась Джанна. 30 в конце добавляется, просто чтобы мы видели, что она была создана 1 из 30. Вот мы можем зайти в ее статистику. Вот, здесь у нас атлеты женского пола. Здесь у нас показано показывается различная статистика, но сейчас у нее пока этой статистики нету.
и здесь показывать нечего. Она появится по мере соревнований, по мере тренировок. Если, допустим, мы сейчас зайдем в Джон Смит, он уже пробежал. Вот они, две дистанции, 50 метров, общий пробег у него 100 метров. Здесь есть. Здесь медали, лучшие результаты и различные действия, какие возможны с этим атлетом вплоть до завершения его карьеры. И здесь еще есть целый список действий. Экспорт атлета на другое устройство, чтобы он выступал на соревнованиях других людей или других устройств. У вас может быть несколько устройств. Здесь возможно подписать контракты, которые улучшают характеристики атлета и позволяют ему бежать быстрее. Контракты тоже можно подписать на определенное количество дней. Можно даже продать атлета при необходимости. И здесь, соответственно, будет таблица, в которой будут атлеты для города My-City. Есть у нас еще таблица, где просто все атлеты. Их можно сортировать там по странам, по городам, по там, кто из них богаче, кто из них быстрее и так далее и тому подобное. Здесь несколько вариантов возможно сортировки. И здесь точно так же можно создавать атлетов. Здесь вы выбираете там какой город, какая страна, но у нас страна только одна, Dreamland, выбираете здесь просто город, Dream City или там. И так вот вы делаете. Теперь мы зайдем в раздел трек. Здесь у нас теперь два атлета. Можем любого тренировать из них. Посмотрим, как пробежит у нас, допустим, Джану ту же дистанцию. Женщины чуть-чуть, на несколько процентов могут быть слабее мужчин в среднем. Но это если касается максимальных показателей. Конкретно вот эта женщина, может быть, она будет и быстрее. На тренировках надо понимать, учитываются не все нюансы, которые определяют скорость атлета. Здесь нет одной из самых важнейших эмоциональных составляющих, которая может очень сильно добавлять к скорости. Вот она пробежала с такой скоростью 6:38. Вот здесь вот у нас есть такая обобщенная по тренировкам. Был вот у нее один забег. Лучшее время пока, был один забег. Сейчас вот у нас добавится еще один забег. Он чуть-чуть хуже получился. Два забега, лучшее время 6:38. Это удобно, когда будут чемпионаты, смотреть, кто из атлетов как пробежал на тренировочной последней сессии. После чемпионата тренировочная сессия удаляется и возобновляется по новой по окончании чемпионата. Так, еще вот я хотел бы здесь отметить пару моментов, о которых я еще не рассказал. Погода. На треке всегда погода, когда тренировка происходит, нейтральная. Она никак не влияет на результаты спортсменов. Во время соревнований погода может быть как способствовать атлету достижению лучших результатов, так и наоборот препятствовать. Нестабильная погода. Но это на соревнованиях. Причем одному атлету она может чуть-чуть поспособствовать на соревнованиях, а другому, наоборот, немного воспрепятствовать. Или, может быть, побольше. Везде это все случайным образом. Здесь уже как кому повезет, как в реальной жизни. Кому-то ветер дует в лицо, а кому-то немножечко в спину. Вот. Что здесь еще важно? Здесь можно, вот эта кнопочка у нас сортирует результаты. То есть по времени, либо по номеру. То есть вот было два забега, первый, второй. Сейчас у нас вот первый, второй вверху, да, последний вверху. А можно по времени, у нас на самом деле первый забег был лучше, его вверх переносит. Вот. И еще здесь важно, что вот у нас не раскрытым еще остался момент ошибки. Вот это вот ошибки, и они здесь вот показаны, да. То есть когда мы бежим пальцами, нажимаем кнопки, периодически случается так, что мы нажимаем подряд на одну и ту же кнопку два раза. Но бег же невозможен, когда мы на одной ногой два раза подряд отталкиваемся. Поэтому такое двойное нажатие считается ошибка. И этот шаг не засчитывается. Вы нажали раз, засчитался шаг, а второй раз вы нажали, он не засчитался. Соответственно,
вы не пробежали вот этот кусочек маленькой дистанции. Шаг обычно в среднем в программе это где-то 60-70 сантиметров. Ну, там от 55, там, может быть, до 80, даже больше для прям отличных атлетов. То есть, чем лучше атлет, тем у него длиннее шаг, реально, чем сильнее атлет. И на дистанции 50 метров, ну, в среднем нужно 80 таких нажатий, 80 шагов. Каждая ошибка, вот, допустим, здесь было 4 или 6 ошибок, это, значит, этого шага не было. Практически это как бы удлинение дистанции, по сути, получается небольшое. Они влияют на результат, конечно. Вот в данной ситуации, может быть, они и повлияли. И надо учитывать также тот момент, что, ну, об этом все подробно расписано в руководстве, что всегда шаг, он никогда не рассчитывается одинаково. Всегда какие-то немножечко нюансы вылезают в каждом расчете, перед каждым забегом всегда шаг немножечко разный. Ну, просто у сильных атлетов он в среднем всегда больше, чем у слабых атлетов. Даже не в среднем, а просто всегда может быть. Если сильный атлет есть, а есть слабенький, ну, сильно всегда у него будет длиннее шаг. Так, вот здесь, пожалуй, наверное, я все сейчас рассказал. Здесь еще можно сказать, что вот это количество контрактов, которые может подписать атлет, вот это вот, но сейчас 0. Контракты у него появляются только после чемпионатов. Он может подписать 1, может быть даже 2, если он интеллектуально высокоразвит, то есть показатель интеллекта у него высокий, он может не 1, а даже 2 иногда подписать контракта. Но это все расписано в руководстве, сейчас цель не об этом. Нам еще осталось очень важное, это рассказать про чемпионаты, но об этом, наверное, будет в отдельном видео. Здесь у нас вот так вот они создаются. Это не очень несложно, сделается в течение 1 минуты максимум. Но рассказать надо. Здесь несколько экранов, и они, чемпионаты, это играет самую важную роль в этой игре. Это самое главное. Это весь интерес в этой игре сосредоточен в чемпионатах. Вот, наверное, пока на этом все. Спасибо всем за внимание. До свидания.